Добрый день. Вот мы посчитали, что сегодня есть хорошая возможность вернуться к теме татаро-монгольского ига, только совершенно в ином ракурсе. Не так, как мы делали прошлые разы, а несколько иначе. Что значит иначе? Не говорить о том, как именно происходило это событие. Вообще не касаться никакой событийной стороны. Кто куда пошел, кто куда не дошел, где какие сражения, как они происходили. А попытаться сосредоточиться на тех источниках, которые нам сообщают о монголо-татарском иге, о тех источниках, которые нам формируют, собственно говоря, эту концепцию монголо-татарского ига. Кто их делал? У них же были авторы. Кто эти авторы? Когда это происходило и во что это вылилось. Вот именно с этих позиций монголо-татарское иго рассматривали редко. Вот поэтому сегодня есть смысл обратиться именно к этой стороне отечественной истории. Ну, на самом деле здесь ничего сложного нет, поскольку источники, сами источники, их названия, где повествуется о монголо-татарском нашествии, о всех перипетиях вот этих бурных таких и трагических событий, эти все источники прекрасно известны, они наперечет. Но сегодня мы попытаемся показать, кто же готовил эти источники. И вот прям пройдемся по ним для начала, чтобы понять, значит, где же находятся истоки авторства этого события, именуемого в нашей истории монголо-татарским нашествием. Ну, конечно, начать и все учебники, которые повествуют о нашей древней средневековой истории, начинаются с повести о битве на Калке. Это 1223 год, известнейшее событие, которые в школе проходят, абсолютно общеизвестное. Автор кто этой повести о битве на реке Калке? Так вот, автор – это как раз выходец из Галицко-Волынской Руси. Это установили ученые еще дореволюционные, советские, которые изучали повесть о битве в реке Калка на предмет авторства. Собственно говоря, почему из Галицко-Волынской Руси? Потому что повесть о битве на реке Калки – это не что иное, как такая несуразная апологетика Даниила Галицкого, вот этого известного князя, которому на тот момент, на момент совершения этой битвы, было всего лишь 18 лет. И он только вступал на свое, значит, историческое поприще. И вот повесть о битве на реке Калки как раз воспевает Даниила Галицкого, который принимал участие, будучи совсем юным, в этой битве. То есть такая вот, если, как я говорю, киевоцентричность этой повести «Битве о реке Калки», она здесь очевидна. Собственно говоря, никто из тех ученых, кто занимался авторством этого памятника, не подвергает это сомнению. Следующий очень важный источник о монголо-татарском иге – это повесть о приходе Батыя на Рязань. Вот это вот очень важно, она очень такая популярная, она очень подробная, на нее часто любят ссылаться в исторических трудах. Когда я просматривал вот исторические труды не только дореволюционных и советских историков, то видно, что такое большое предпочтение отдается вот повести о приходе Батыя на Рязань. То есть это такой фундаментальный источник. Но маленький штришок ко всему этому. Этот источник известен только с XVI века и никак не ранее. То есть эта повесть о приходе Батыя на Рязань, она обнаруживается только в летописных сводах XVI века и не столетием раньше. Почему я в этом заостряю внимание на 16 столетии? Потому что дальше это будет одна из базовых точек нашего рассуждения. Другим важнейшим историческим памятником, который повествует непосредственно об ужасах монголо-татарского нашествия, это так называемое слово Серапиона. Это Серапион – это такое духовное лицо, у него аж 5 слов на эту тему, то есть 5 раз он возвращался к этой тематике, все время обогащая ее все новыми и новыми трагическими и всякими возмутительными красками, естественно, по отношению к агрессорам, то есть к монголо-татарам. Кто такой, значит, этот духовное лицо Серапион? Значит, ну тут тоже, в общем-то, мы встречаем персонажа абсолютно из той серии. Это игумен Киевско-Печорского монастыря и никакого другого. То есть абсолютно опять все та же киевоцентричность изложения, о которой мы сегодня будем не один раз говорить. Затем, самым, наверное, пожалуй, известным для нас, для современного человека, источником по монголо-татарскому нашествию, это сказание о Мамаевом побоище. Это уже не непосредственно нашествие, а здесь уже раскрывается период монголо-татарского ига, которое нависло, значит, над Русью
И вот эта вот злобная тень, она никуда не девается и периодически дает о себе знать в плане того, что совершаются набеги на Русь. И вот один из таких набегов, это как раз связан с известным Мамаем, которого, значит, все знают еще из школьной программы. Вот. И это сказание о Мамаевом побоище, которое, правда, написан через 100 лет после самой Куликовской битвы, но в данном случае мы на этом не будем останавливаться, то здесь живописуются, значит, все перипетии вот этой вот Куликовской битвы. Но сразу надо говориться по поводу этого сказания о Мамаевском побоище, что так непосредственно каким-то историческим памятникам его относить нельзя. Это вообще не исторический труд. Абсолютно точно, это давно абсолютно замечено, я это встречал у многих исследователей, что это больше напоминает художественные произведения. Там диалоги даже есть, совершенно, может быть, неуместные там для каких-то летописных строгих сводов. То есть это действительно такое художественное произведение, поэтому и не случайно оно известно в 100 списках. То есть оно распространялось очень широко по тем временам. Это до нас дошло около 100 списков. То есть здесь художественность превалирует над историчностью. Вот, собственно говоря, вот в этом очень главная особенность сказания о Мамаевом побоище. Почему историчность здесь на втором плане? Ну, потому что там ученые видят такие перлы в этом сказании, ну, о которых сейчас говорить-то, в общем-то, даже стыдно. Например, в сказании о Мамаевом побоище одна из центральных фигур, которая мобилизует Русь против татар, это митрополит Киприан, очень известный митрополит вот конца XIV века. Его роль там была большая в различных событиях. Но так в этом сказании о Мамаевом побоище Киприан представлен как духовный отец Дмитрия Донского. Ни больше, ни меньше. Но, в общем-то, это довольно-таки странно, поскольку теперь уже абсолютно точно известно и абсолютно документально точно установлено, что Дмитрий Донской этого духовного отца, в кавычках, терпеть не мог и вообще на дух не переносил. И вообще-то Киприан отличался абсолютно такой ярко выраженной литовской политикой. Пролитовскую политику он проводил, за что Дмитрий Донской его просто выкинул из Москвы. Поэтому на роль духовного отца Дмитрию Донскому, который участвовал как победитель на Куликовском побоище, Киприан не очень подходит. Но, тем не менее, вот авторы сказания о Мамаевом побоище, значит, именно повествуют такую линию: духовный отец и духовный сын Киприан Дмитрий Донской. Что, кстати, очень показательно по поводу правдивости тех вообще событий, о которых в этом сказании говорится и излагается. И вот эти все фрагменты, я назвал просто самые такие наиболее известные, которые непосредственно все посвящены монголо-татарскому нашествию, там, монголо-татарскому игу, то вот из этих элементов, собственно, должна была складываться, в конце концов, картина. Картина, которая должна приобрести какой-то концептуальный характер. И, в общем-то, она и сложилась. К концу 15 века она абсолютно точно сложилась. И сложил ее никто иной, как отец польской истории Ян Длогуш, который четверть века, свыше 25 лет, состоял секретарем у краковского архиепископа, поэтому имел доступ ко всем источникам, написал очень серьезные там исторические труды. Так вот, именно никем иным, как Длогушем, была концептуально сформирована теория монголо-татарского ига. Вот это вот очень важно. И сам термин, собственно, монголо-татарского ига, это и есть изобретение Длогуша. Раньше этот сам такой термин не использовался даже вот в тех источниках, которые я сегодня, основных источниках, которых я сегодня назвал. Поэтому даже ученые современные, даже статусные ученые и профессора там из ведущих университетов страны, России, уже не стесняются говорить, что население до 15 века не подозревало, что оно существует в рамках какого-то ига, и что оно находится под каким-то игом, что что-то такое навалилось на него. Никто об этом не подозревал. И термин такой, естественно, в ту эпоху не использовался. Этот термин ввел в обиход, и в довольно широкий обиход, именно никто иной, как отец польской истории Ян Длогуш. И вот мы этим термином, который он изобрел, вот пользуемся и по сей день. То есть, что мы получаем? Получаем, что фрагменты о монголо-татарском иге готовились, их было много, и вся их подготовка, она была в руках исключительно западных ученых. Ну, тогда до ученых нельзя было говорить, она была непосредственно в руках западных персонажей, церковных персонажей, которые, собственно говоря, выдавали вот эти фрагменты, которые затем сложились в общую мозаику. Эту мозаику мы теперь называем монголо-татарским игом.
породившееся из монголо-татарского нашествия. То есть откуда происходит этот концепт ига и откуда вообще происходит вот эта теория восточной угрозы, которая нависает над правильным христианским миром, откуда, значит, несется вот эта вот поганая орда, вот эта восточная угроза, все это изобретение абсолютно украинско-польское. Так говоря, по нашим языкам, конечно, никакой Украины тогда не было, это для просто облегчения восприятия того, что я говорю. И вот теперь вот эта концепция, которая была в конце 15 века уже сформулирована вот в таком полном виде, концепция монголо-татарского ига, теперь все это счастье наконец-то приходит на Русь. Ну, здесь нельзя не сказать, конечно, о Лаврентьевской летописи. Это меня сразу поправят. Лаврентьевская летопись – это конец XIV века, даже точную дату называют, 1377 год. Там впервые на Русь презентована повесть временных лет, и все вот эти татарские ужасы уже там присутствуют. Но опять-таки, кто заказчик этой повести временных лет? Написал монах Лаврентий, это понятно, поэтому называется Лаврентьевской летописью, Лаврентьевским сводом. Но Лаврентий в данном случае только исполнитель. Готовил он эту работу для нижегородского князя, который, кстати, являлся тестем Дмитрия Донского. Но главным, так сказать, организатором Лаврентьевского свода и главное содержания, что там будет говориться, был епископ Дионисий Суздальский. Ну вот Дионисий Суздальский, такое очень благостное такое название. На самом деле здесь тоже мы встречаемся с тем же самым, о чем я начал говорить. За таким благостным названием, именованием Дионисий Суздальский скрывается прожженный киевский иерарх из той же Киевско-Печорской лавры. Кстати, там же он потом и закончил свои последние дни. Это очень такой яркий персонаж киевский, который под именем Дионисий Суздальский оказался у нас. Он абсолютно продвигал константинопольскую линию, константинопольскую политику и постоянно ссорился то с Дмитрием Донским, то с Сергием Радонежским, не мог найти с ними общего языка, поскольку претендовал на роль ни много ни мало как митрополита всей Руси, поэтому он опирался на Византию, разыгрывал ее в своих планах, но это все не осуществилось. Дмитрий Донской как бы отверг все его притязания на главенство Московской церкви. И вот, собственно говоря, этот персонаж о монголо-татарском иге и в первый раз и показал на Руси вот в этом Лаврентьевском своде, организатором написания которого он и являлся. И вот теперь мы, когда обозначили основные фрагменты, из которых складывается концепция монголо-татарского ига, мы теперь будем говорить о главном. А главное – это когда это счастье уже начинает презентоваться на Руси в полном объеме. А это начинает презентоваться в полном объеме с появлением в московских элитах очень тесного и сплоченного клана, который я называю такой полонизированный клан, пролитовский клан, если можно так сказать. В общем-то, здесь ошибки большой не будет. Вот именно выходцы оттуда, их, кстати, так и называли в Москве выезжане, вот выходцы оттуда, они и принесли с собой концепт монголо-татарского ига, поскольку, я еще раз повторяю, никто в Москве ни о каком иге не знал. И вот теперь появляются люди, которые об этом иге повествуют. И, собственно говоря, это был очень сплоченный клан, как я вот уже заметил, который преследовал свои далеко идущие цели. И он пытался занять как можно лучше крепкие позиции в московских элитах того времени. Возникает вопрос, а почему, собственно говоря, позволили этому полонизированному клану здесь осесть, не то чтобы укрепиться? В чем была такая большая надобность в этих ребятах, по-нашему говоря? На самом деле здесь абсолютно прагматические цели, и, в общем-то, они ясны и понятны. Поскольку Москва неимоверно усилилась с Ивана III, и это уже превратилось в серьезный субъект международной политики, то и Иван III, и Василий III, и Иван IV вслед за ними, они все были озабочены важной целью. Это расширение России в западном направлении по направлению к Балтийскому морю. А там, как вы понимаете, лежали вот эти литовские земли, литовско-немецкие, если можно так сказать, поскольку немецкие ордена, вдохновляемые Ватиканом, они там имели достаточно сильные позиции в тех краях. А что значит получить выход к Балтийскому морю? Это значит пройти, включить эти земли в состав Московии. А что нужно для этого в понятии тех времен? Это значит объявить, что мы имеем отношение к этим землям. Они нам не чужие. Это, в общем, такая аксиома, которой пользовались все. Какие-то политические территориальные притязания. И вот, чтобы эти притязания реализовать и изобразить, что эти земли
имеют к Москве отношение, надо было предъявить тех, кто происходил из этих земель, как доказательство того, что Москва имеет права на этих земель, поскольку выходцы с тех земель находятся на московской службе. Вот в этом, собственно говоря, об этом как-то вот говорят всегда по касательной, контурно, а я специально делаю акцент, заостряю внимание на этом. Поэтому этих выходцев сюда привечали, пригревали, давали им опериться для того, чтобы показывать на международной арене, что да, в чем дело, мы имеем право на эти земли. Вот посмотрите, у нас люди оттуда служат, всегда служили, вот сейчас, вот видите. Поэтому это такая козырная карта, которая была в колоде московского великого князя. Причем она очень важная была. И Иван III, и Василий III пытались этим, собственно говоря, распорядиться с прагматической пользой для себя. В этом нет никаких вопросов. Но не надо забывать еще одну деталь при характеристике этого полонизированного клана, который занимал определенные позиции в московских элитах. Для чего он занимал, мы сейчас сказали. А теперь какое отношение в Москве было к этим людям? Вот это очень важно, часто проходит мимо этого. Сейчас станет понятно, какое было к ним отношение. Все они были по родословной, по происхождению своему, возводили свое происхождение к основателю Литвы Гедемину, как мы знаем, да? Они этим гордились, естественно, что они потомки, а Гедемин, он очень плодовитый был, у него там куча различных детей было, поэтому гедеминовская ветвь, она очень пышно расцвела. И вот, кстати, его вот эти вот представители этой гедеминовской ветви, они как раз и понадобились московским князьям. Но как к ним относились в Москве? Сказание о князьях Владимирских, есть такая вот небольшая повесть, сказание о князьях Владимирских, она даже в интернете выложена, и любой желающий может с ней ознакомиться. Так вот, это источник, который был подготовлен при Василии III, четко и ясно говорит, что Гедемин – это никто иной, как конюх, случайно оказавшийся там у власти и получивший в свои руки и завезения, там, женитьбы там определенные, бразды правления. То есть получается, что все вот эти вот люди, вот эти вот бояре, которые присутствуют в московских элитах, это никто иной, как потомки конюха. Вот поэтому положение вот этого полонизированного клана, который в соответствии с прагматическими планами великих князей осел в московских элитах, это положение было очень сильно, конечно, ограничено вот этой трактовкой их происхождения, что все они произошли от конюха. Именно тем самым Литва делалась такой более низкопробной. Естественно, все те люди, которые, боярство имею в виду, оттуда приезжали сюда, то их место в московских элитах, она очень такое специфичное. Никогда в этом случае они вот в такой вот идейной обстановке, в такой вот идеологической, вот не могли никогда встать вровень с теми родами, с теми кланами, которые формировались непосредственно в обширной Москве, то есть в центральной части, на севере, в Поволжье, в Заволжской стороне. Они никогда не были этой ровней, потому что их сугубо положение в московских элитах было вспомогательным. Собственно, для этого они сюда и призывались, для этого они здесь пригрелись, и, собственно говоря, для этого разыгрывалось их присутствие в московских элитах, разыгрывалось исключительно для прагматических внешнеполитических целей, продвижения через западные земли к Балтике. Вот, собственно говоря, такая роль и была уготовлена полонизированной публике. Но эта полонизированная публика, конечно, была очень недовольна той ролью, которую ей здесь уготовили. Это вызывало у них такое внутреннее негодование. И, собственно говоря, это и объясняло их такое особое положение. Они кучковались, понимая, что здесь они находятся, прямо говоря, в чужой стране, и поэтому их положение здесь, оно зависит от того, какие действия они смогут предпринять, чтобы это положение здесь улучшить, и чтобы их позиции здесь окрепли, и они смогли уже претендовать на серьезные роли вот в Московском царстве. Собственно говоря, в этом и состояла логика их поведения. У них, у этого полонизированного клана, в качестве идейного оружия для усиления своих позиций как раз и была вот эта идея, которая сформулирована отцом польской истории Яном Длогошем. Идея монголо-татарского нашествия, монголо-татарского ига. Вот это то оружие, которое у них имелось. Но они его не могли до поры до времени использовать и активно пускать в ход. Смогли они это сделать только после смерти Василия III, которая, в общем-то, была такая скоропостижная. Ничто не предвещало, в общем-то, такой скорой смерти. После чего остался трехлетний будущий Иван IV и мать Ивана IV Глинская, Елена Глинская, которая принадлежала как раз к этому
полонизированному клану. Самым крупным его успехом в Москве это было то, что они сумели представительницу своего клана, Елену Глинскую, значит, все-таки впихнуть замуж за великого князя Василия III. Вот это очень такая шумная история была с разводом его с бывшей женой Соломонией Сабуровой, который абсолютно не имел никакого отношения к полонизированному пролитовскому клану. И вот теперь это усилило их позиции, то, что вот представительница их клана стала супругой великого князя Московского. И вот теперь, когда он скончался, Василий III, я имею в виду, то теперь создался опекунский совет. И у всех этих деятелей появился впервые шанс развернуться здесь уже по-серьезному. И они, собственно говоря, этот шанс пытались не упустить и использовать его, что называется, на полную. И вот здесь вот они достают вот то оружие, идейное оружие, с которым они сюда приезжали, и которое всегда лежало у них в загашнике, как говорят. Теперь они его вытащили и стали размахивать. И, собственно говоря, поэтому, когда я в самом начале характеризовал источники, где сообщается, информируется о монголо-татарском нашествии и иге, говорил, что очень часто они все относятся к 16 столетию. Вот по этой причине они относятся к 16 столетию, что после смерти Василия III, после 1533 года, тема монголо-татарского нашествия выходит здесь на первый план. А она становится такой популярной в элитах. Уже сам термин «татарская ига» используется на полную катушку. И поэтому здесь не будет преувеличением сказать, я вот люблю такое сравнение, что на самом деле самым монголо-татарским веком в российской истории является 16 век. Вот, как это ни странно. Хотя, казалось бы, никаких монголо-татар уже к этому времени не было, и все это иго давно пало. Опять повторюсь, то, что Русь 300 лет жила под игом, никто во время этого ига не догадывался. Никто из населения не мог вообще представить себе, что он живет под игом. Я это повторяю еще раз. А вот в 16 столетии, после смерти Василия III, об этом начали все говорить, это начали рассказывать, это стало широко вбрасываться, что, оказывается, было очень страшное время, и называется это страшное время монголо-татарским игом. А откуда взялось это иго? Потому что пришли некие монголо-татары, вот поганые в интерпретации всего этого польского клана, и, собственно говоря, они учинили разгром Руси. И сразу возникал вопрос, а кто же вот те другие рода и те, кто ведет свое происхождение вот, с Волги, с заволжских территорий, там, и самой Москвы, кто эти люди? Очень мягко подводилось к мысли, а это вот, видимо, все те вот наследники вот этих всех агрессоров. А мы, в данном случае, говорил пролитовский клан, совсем другие. Мы-то и есть борцы с самого начала вот с этой бедой монголо-татарской, которая пришла и 300 лет была на Руси. Поэтому мы осуществляем, мы пролитовские выходцы, мы олицетворяем исторический путь России, мы олицетворяем исторический путь Москвы. С самого начала Руси мы стоим на страже ее интересов. Мы боремся с разными агрессорами. Самым главным агрессором являются монголо-татары, которые пришли из каких-то чужих неведомых земель и завоевали нашу страну. И вот теперь самыми главными освободителями, кто идет в авангарде этого освобождения, и являются вот эти пролитовские роды, которых объявили потомками конюха. Теперь выясняется, что они никакие не потомки конюха, а Гедемин – это очень, весьма достойный человек, даже намного достойнее, чем многие вот эти вот выходцы там с Поволжья и из заволжских регионов. Это намного лучше. И поэтому, напомню, на памятнике тысячелетия России, сооруженном в Новгороде в 1662 году, Гедемин, конюх в понимании Василия III, занимает самое почетное и уважаемое место там наравне с Рюриком. То есть это та основа, на которой стояла Русь. И поэтому там этот памятник украшают не только Гедемина, а и 117 фигур, и предков Гедемина там очень немало. Вот это вот очень важно. То есть после смерти Василия III наступает монголо-татарский век в России. Монголо-татарское нашествие, монголо-татарская ига превращается в действенный инструмент политики, с помощью которого полонизированный вот этот вот польский пролитовский клан начинает борьбу за укрепление своих позиций, начинает борьбу за возвышение, а если говорить точнее, называть вещи своими именами, начинает борьбу за захват Московии.
изнутри, такая не внешняя агрессия, не внешний удар какой-то, да, завоевателя, а вот такое ползучее завоевание Московии изнутри, которое очень тонко и грамотно разыгрывал вот этот вот польско-литовский клан. Уже без Елены Глинской, которая умерла, как мы знаем, через 4 года после своего супруга. И, собственно говоря, эта попытка полонизированного клана, она приводит к успеху, поскольку главным орудием для реализации интересов этого клана становится, естественно, никто иной, как Иван IV, молодой, юный Иван IV, который является Глинским. Он им родственник по крови, что называется, они считают его своим. Поэтому Иван IV – это главный инструмент, это таран, с помощью которого можно взять Московию. И самое главное в те времена, чтобы взять Московию, это сокрушить церковь, которая является идеологией Московского царства. Вот эта роль была уготовлена Ивану IV. То есть, собственно говоря, вы, наверное, догадались, что все это самое с успехом осуществил через 100 лет никто иной, как Алексей Михайлович Романов. Но пока мы говорим о XVI веке, и здесь, конечно, вот эта главная роль, она была уготовлена Ивану IV, который, как мы знаем по истории, не оправдал надежд тех, кто столько связывал с ним своих чаяний по захвату Московии. И в один прекрасный момент он отвернулся от своего такого родственного клана, как они считали, вот, и повел совершенно другую политику с опорой на выходцев из Поволжья, Центральной России, Заволжской России, Северной, то есть не связано никакими родственными узами, родственным происхождением с пролитовскими боярами, и встал на их сторону и, собственно говоря, нанес такой мощный удар по позициям этого клана, который известен как опричнина. Но это уже тема другого разговора. Но главное в XVI веке было сделано. Была полностью озвучена в верхах вот эта вот теория монголо-татарского ига. И вот теперь мы понимаем, кто являлся автором этой теории, кто ее сюда принес, и самое главное, зачем сюда ее принесли. Ну, можно сказать, что эта теория – это главное идеологическое оружие в захвате Московии. В XVII веке это проявится в полной красе. Там противопоставление Московии и всем поганам, которые остались там в том или ином количестве от вот этого вот монголо-татарского завоевания, это противопоставление будет очень резко выстроено. Венцом этого выстраивания будет труд Андрея Лызова «Скифская история», где будет показана Русь, ее борьба, ее лучшие сыны, которые шли в авангарде борьбы за освобождение Руси, за противопостояние вот этой поганой восточной угрозе. Вот Андрей Лызов это уже очень системно изложит в своем этом труде. То есть Романовы укрепляли свою власть с помощью вот этого идейного оружия. Идейного оружия – это монголо-татарского нашествия. С помощью него они преображались в настоящих сынов Родины, которые только и думали о том, как сделать добро этой Родине, как защитить ее от разных, значит, поганых, которые нависали над нашей Родиной с востока. Вот такая идеология пошла в ходу, которую они активно разыгрывали как карту. Разыгрывали, чтобы обеспечить свое первенство не просто, значит, в Москве, на троне, а обеспечить свое первенство на огромных территориях. То есть это просто освободители от всех бед, в которые вот по трагичности вляпалась, значит, страна, вляпалась Русь, вляпалась Россия. Но, имея таких сынов, это не страшно. Эти сыны выправят ситуацию, а чтобы выправить ситуацию, конечно, им нужно получить в руки власть, бразды, все рычаги правления. Вот, собственно, этим они обосновывали. То есть мы попытались посмотреть, что монголо-татарская ига, как концепция, не влезая вовнутрь, как бы в кишки всего вот этого вот явления, которое вызывает столько споров, мы посмотрели на него с точки зрения такого цельного продукта, на авторов этого продукта. Зачем они, собственно говоря, изготовляли этот продукт? Вот теперь, когда пройтись по всей вот этой вот исторической канве под таким углом зрения, становится многое понятно. Понятным, что такое монголо-татарская ига, что это за инструмент, в чьих руках он был и для каких целей он использовал. Вот я бы советовал всем историкам, которые заниматься желают монголо-татарским игом и влезать внутрь этого явления, разбираться во всех нюансах и перипетиях, всегда помнить об этой вот стороне, на которую мало обращали внимание. Собственно говоря, с нее, вот с этой стороны, с понимания того, кто и зачем конструировал монголо-татарское иго, нужно начинать его изучение и ничего другого. Спасибо.